И дальше я расскажу, как попасть в уникальное количество людей. Это меньше 30 тысяч участников. Многие думают, для того, чтобы взаимодействовать с сетью, нужно назад из нее деньги тоже отправить. Это неправильно. Комиссия за транзакцию выйдет всего лишь 12 центов. Эта транзакция будет уже включаться для средних и главных аккаунтов. То есть, соответственно, за 50 центов можно сделать 4 целых взаимодействия. Для среднего и высокого аккаунта 9 сетей обошлись в $7. Друзья, всем большой привет, на связи как всегда я, Дмитрий Самсонов, неизменный автор главного YouTube канала. И сегодня мы поговорим с вами о таком важном показателе, как взаимодействие с сетью. Layer Zero является мультичейн протоколом, и именно по этому критерию я считаю, что очень важно выполнять большие активности для того, чтобы претендовать на дроп. Ну а мы не будем затягивать. Единственное, о чем я хочу сказать, сейчас мой канал, новый канал Самсонов Крипто начинает активно развиваться, уже больше 50 подписчиков набираются просмотры. Я хочу поблагодарить всех, кто присоединяется. И в честь этого я разыграю в этом видеоролике $100, где будет 10 победителей по 10 баксов. Какие будут условия, что для этого нужно будет получить? Буквально 2 минутки вашего времени, но об этом более подробно в конце видеоролика. Не будем затягивать и погнали, друзья! Последний мой видеоролик, который я записывал, был посвящен дешевым транзакциям. Опираясь на эти данные, ссылку на которую я оставлю в описании, очень важно понимать, что делая 10 и более транзакций, да, к примеру, для пыльных аккаунтов, мы входим уже в половину претендентов, которые могут получить дроп. Делая 20 плюс транзакций на средних и главных аккаунтов, мы попадаем в четверть и можем претендовать на дроп по этому важному показателю. И теперь мы разберем, что же у нас с сетью. Друзья, всего лишь одну сеть повзаимодействовало больше 30%. 2 сети — это половина участников. 3 и 4 сети — это у нас 3/4 всех участников. И я говорил, что именно опираясь на это, нужно понять, для каких аккаунтов сколько взаимодействий нужно сделать. И в этом видео расскажу, как сделать их максимально дешево. И разбирая, к примеру, пыльные аккаунты, я говорил, что нужно делать 3-4 транзакции. Тогда мы уже попадем в половину участников, да, которые могут претендовать на дроп. И это здорово. Мы проговорим, как сделать 3-4 дешевых транзакций. И дальше я расскажу, как попасть в уникальное количество людей, которое исчисляется буквально единицами, которое выполняет 7 и более транзакций. Это меньше 30 тысяч участников. И как все это подробно делать вместе с порядком действий, я рекомендую посмотреть данный видеоролик. Вот таким вот образом он выглядит. 30 с лишним минут я рассказывал и пошагово объяснял, какие кнопки делать, куда нажимать. Ну и очень важный ролик не только для новичков, но и для старичков, исходя из чего я считаю людей будут брить. Ссылку на него также прикреплю здесь, обязательно посмотрите. Ну и вот на эту инструкцию все будет в Телеграме, все ссылки, которые здесь вот вы видите, будут в этой инструкции, на нее ссылка будет в описании также. Так, друзья, самые дешевые транзакции, которые есть, нам нужно понимать, что нужно сделать 3-4 взаимодействия с сетью. И для этого я выбираю несколько сетей. Первая сеть — это CoreDAO. В прошлом видеоролике я рассказал, что с ней можно повзаимодействовать буквально за 10 центов. Что мы делаем? Вбиваем количество, да, нам нужно иметь всего лишь там несколько стейблкоинов, исчисляются они там 10-тысячными даже по сути. Мы в одно направление отправляем в CoreDAO и забываем, то есть 10 центов зафиксировали. Очень важный такой момент, который хочется проговорить, что многие думают, для того, чтобы взаимодействовать с сетью, нужно назад из нее деньги тоже отправить. Это неправильно. Делая транзакцию в одну сторону, вы аппрувуете контракт и уже взаимодействуете с сетью. Поэтому, да, перестраховаться там на средних главных аккаунтах можно, но по факту вы уже повзаимодействовали с сетью, это будет учитываться в статистике. Поэтому первая транзакция, первая сеть 10 центов CoreDAO сделали. Следующую сеть, с которой мы будем повзаимодействовать, для нее также потребуются стейблкоины. И подключим мы нашу дешевую сеть, которую я говорил в прошлом видеоролике, Binance Smart Chain, сеть Buy Anchor Protocol. Дальше, что нам необходимо, это вбить небольшое количество стейблкоина, нажать кнопку «Продолжить», подтверждаем, нажимаем галочку «Continue» и нажимаем кнопку «Confirm». Транзакция у нас начинается. Первое, что нам приходит, это утверждение approve средств, которые мы используем. Платим всего лишь 1 цент.
снижая максимально GWay. И на третьем подтверждении нам также придется подписать транзакцию. Мы сейчас быстренько это перемотаем и посмотрим, какая транзакция для взаимодействия со второй сетью у нас выйдет. Как мы видим, нам выпало следующее подтверждение. Оно стоит 80 центов, но снизив GWay до единицы и поменяв лимит газа с 500 тысяч до 300, комиссия за транзакцию выйдет всего лишь 12 центов. Все, что нам остается, это дождаться завершения данной операции. Итак, друзья, видим, что у нас выполнена уже вторая транзакция, второе взаимодействие с сетью Harmony и сетью CoreDAO. Мы уже взаимодействовали двумя сетями буквально за 23 цента. Следующее, к чему я хочу перейти, это у нас сеть Aptos. С ней мы также можем повзаимодействовать буквально за копеечки, имея те же самые стейблкоины. То есть вначале загоняя, к примеру, BNB-шку на свой пыльный аккаунт, часть BNB поменяли там либо на суши, либо на панкейки, купили себе немножко стейбла, и вот его в разные сети загоняем. То есть смотрим, во сколько нам обойдется третье взаимодействие с сетью. Нажимаем кнопку трансфер, изменяем GWay. И здесь у нас транзакция стоит 45 центов. Эта транзакция будет уже включаться для средних и главных аккаунтов. Мы также ее сделаем сейчас, и она у нас отправится. Не ожидая то, когда она закончится, перейдем дальше. И нам интересно добить 3-4 транзакции за максимальные копейки. Также проговорю то, что сейчас мы будем делать транзакции для средних и главных аккаунтов, то есть эти транзакции дорогие, они будут выходить у нас буквально там по 40-50 центов, они будут у нас происходить на WOFI, к примеру, здесь мы можем повзаимодействовать с Polygon, с Arbitrum, с Optimism, с Avalanche и так далее. Эти сети и здесь взаимодействие достаточно дорогое, там, к примеру, не будем здесь акцентировать на них внимание, но для того, чтобы выполнить дешевые транзакции, нам понадобится Polygon Matic. И он нам понадобится для взаимодействия в протоколе Angle Money. Поэтому в любом случае вы должны понимать, и мы сейчас подсчитаем, сколько у нас комиссия уйдет для средних и главных аккаунтов, и сколько для пыльных. К примеру, также обменивая частичку BNB на эти сети, которые нам в любом случае необходимы для средних аккаунтов, мы видим, сколько примерно у нас выходит стоимость этих взаимодействий. Там $1,5 с учетом того BNB. В принципе, оно плюс-минус где-то так и выходит, порядка $1. Поэтому нужно понимать, что для того, чтобы сделать средний и главный аккаунт, в любом случае нам понадобится там 7, примерно $10. Таким образом, повзаимодействовав с Polygon, с Avalanche, с Arbitrum, с Optimism, прибавляем $4, которые у нас уйдут для средних и главных аккаунтов. И имея уже Polygon, мы можем перейти в этот протокол. В последнем видеоролике я показывал, как мы делали дешевые транзакции для прогрева кошельков. И они как раз были на этой площадке в разделе Bridge. Для начала мы вообще покупали AG евро за тот самый Polygon, а дальше делали дешевые комиссии. То есть здесь, к примеру, купили 0,5 AG евро и перешли в раздел Bridge. И следующее взаимодействие, оно стоило у нас буквально несколько копеек. Сейчас на практике покажу, не будем заострять внимание здесь. Соответственно, после того, как мы ввели небольшое количество AG евро, мы будем здесь взаимодействовать с Gnosis и с Celo. Нажимаем кнопку Approve. У нас используем по умолчанию в очередной раз там, к примеру, платим 1 цент комиссии. И для того, чтобы произвести непосредственно бридж, у нас уйдет порядка там 8-10 центов. Нажимаем кнопку Bridge и видим, что транзакция обойдется нам в 13, в 10 там, центов. Все, что нам необходимо, это нажать кнопку Подтвердить. Вот таким вот образом у нас происходит взаимодействие с сетью Gnosis Chain. Также и придет взаимодействие с сетью Celo Network. Не будем здесь заострять внимание. Подведем промежуточный итог. Для того, чтобы повзаимодействовать с 3-4 сетями для пыльных аккаунтов, нам нужно загнать BitB-шку на наш пыльный аккаунт. Дальше на немножко купить стейблкоин. Стейблкоин отправить в сеть Harmony, в сеть CoreDAO. У нас две сети 23 цента вышло.
и округлим 25 центов еще 2 сети. То есть, соответственно, за 50 центов можно сделать 4 целых взаимодействия, которые будут входить у нас, если мы посмотрим по статистике, аж в треть пользователей, которые претендуют на дроп. Это очень классно, очень здорово, очень дешевое взаимодействие. Ну а для того, чтобы набить большее количество и входить в уникальное количество пользователей, мы приходим к выводу, что здесь у нас есть 4 взаимодействия. Здесь у нас также есть тоже 4 взаимодействия, которые обойдутся нам плюс-минус в 4-5 долларов. Это взаимодействие у нас с сетью Polygon, сетью Avalanche, сетью Arbitrum и Optimism. То есть у нас за 5,5-6 долларов, с учетом дешевых транзакций, дешевых взаимодействий, выйдет 8 сетей. И не забываем, что мы делали 9-ю транзакцию с Aptos, которая уже завершилась. И, грубо говоря, нам для среднего и высокого аккаунта 9 сетей обошлись в 7 долларов. 4 дешевые сети обошлись в $0,5. И для того, чтобы добить, можем также повзаимодействовать с сетью, к примеру, FTM, где мы не можем повзаимодействовать на WUFE, а на Stargate, переведя в эту сеть немножко STG, к примеру, мы уже повзаимодействуем и с 10-й сетью. И здесь же можно повзаимодействовать с сетью Metis, для которой потребуется немножко, правда, комиссии в нативной сети. Таким образом, друзья, подводим итог. Для того, чтобы зайти в треть аккаунтов, претендующих на дроп, нам нужно $0,5. Для того, чтобы зайти в уникальное количество пользователей, там 5% буквально, нужно потратить всего лишь 7 долларов. Вот такие вот дешевые транзакции для взаимодействия с сетью вы можете сделать для того, чтобы прогонять и прогревать ваши аккаунты. Ну и теперь перейдем непосредственно к розыгрышу. Так как новые люди на меня подписываются, я совершенно не знаю, откуда они, чем занимаются и так далее. Я прошу написать вас в комментариях, как давно вы в крипте, чем вам были полезны мои ролики и почему вы подписались. Я рандомно выберу 10 пользователей, которым отправлю по 10 долларов. И еще 3 отправлю по 20 долларов бонусом за 3 самых понравившихся мне комментария. Таким образом, 13 победителей, 160 долларов. Думаю, отличный розыгрыш для зарождения нового канала. Поэтому, друзья, впереди мы будем выпускать с вами новые активности. Сейчас не могу вам про них рассказывать, потому что мы готовим их в отдельном нашем сообществе Crypto Kitchen Community, где более подробно на эту тему разговариваем, общаемся с ребятами. Как только Layer Zero у нас и живет, и я думаю, что уже к концу месяца точно не стоит приступать к его выполнению, мы уже в середине месяца начнем делать контент, который будет посвящен нас другим активностям, которые мы сейчас заранее можем начать готовиться и прогревать. Друзья, благодарю вас за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.